Всем привет! Вы на канале «В гостях у Мишани». Давно мы не делали с вами чего-то интересного. Сегодня мы сделаем тажин. Мы взяли телятину, шикарную телятину, молодую. Взяли помидорки, ну и овощи мы взяли. И сухофрукты. Курага, чернослив, орехи, специи. И будем с вами делать шикарное жаркое по-восточному. Ярко выраженные специи, сладость и овощи, и свежесть нашего мяса. Давайте начнем готовить. Что нам для этого надо? Посмотрите, как оно все красиво выглядит. Какой натюрморт шикарный. Тажин в центре, овощи, мясо. Что еще нам нужно, чтобы сделать классный, вкусный, насыщенный ужин? Мы делаем наш ужин на 2-3 порции. Ну, с чего мы начнем готовить наш тажин? Как всегда, мы начнем нарезать лук. Лук мы будем нарезать полукольцами. Сильно мельчить не надо. Лук нужно нарезать полукольцами средние, где-то 0,3-0,4 мм, так как это блюдо будет томиться в тажине. А в тажине лук быстрее растворяется и превращается в соус. В тажин мы будем укладывать овощи и мясо послойно. Начнем мы раньше с шикарного душистого лука. Для того, чтобы он выделил сок и мясо находилось в соку, чтобы мясо не пригорело. И мы будем выкладывать лук на всю поверхность тажина. Не спеша, мы никуда не спешим, мы делаем для себя, чтобы лук покрыл всю поверхность. Вот примерно вот так. Это будет шикарно, ребята. Ну и теперь на лук мы укладываем мясо, чтобы мясо впитало сок лука и отдало сок луку. И тогда у нас появится жидкость внизу в тажине. И тогда ничего не пригорит, а будет ароматный запах. Ну, уложили мясо, будем нарезать дольками картошку. Раньше мы порежем пополам, четверть, а потом небольшие дольки, как апельсинки, будем нарезать. Вот такие примерно дольки. Не большие и не маленькие, средние дольки. Когда картошечка в блюде будет разваренная, она придаст тоже блюду свою густоту. И это будет очень вкусно. Ароматная картошка, мягкая, разваливающая. Ну и так нарезаем всю картошку на такие же дольки небольшие. Очень красиво, очень... Я просто... представить себе не могу вкус этого жаркое. А пока мы нарезали с вами картошку, я вспомнил, что мы забыли на лук выложить морковку, а потом уже укладывать мясо. Так как морковка с луком дадут дополнительную жидкость, лук даст свою сладость. Ребята, значит, лук, морковка. Ну, вынимать мы уже мясо не будем, мы просто подложили под мясо морковку. И это нам создаст дополнительный сок лука, морковки сочной и мяса. Сейчас будем выкладывать остальные овощи. Смотрите, какая красота, как красиво, какие цвета. Ярко-красная телятина, оранжевая морковка и где-то там мелькает красивый белый лук. Красота, очень красиво. Обалденно. Ну, мы сейчас по кругу в пустоты мы будем укладывать картошку. Мы нарезали ее дольками. И не забывайте, укладка в тажин должна идти ближе к центру. Ну вот, шикарно. И картошечка помещается, и все остальное. И я так посмотрел, не все овощи у нас поместятся. То, что я думал первоначально. Ну, описание в граммовке на тажин на 2-3 порции
Оставлю в описании. Теперь мы нарежем кабачок. Он тоже сочный, тоже даст свой сок и добавит свою жидкость к мясу, к морковке, к луку. Тоже нарежем его дольками и будем выкладывать его к центру. Вот такими небольшими дольками его можно порезать. Ребята, вот так шикарно у нас получилось. Очень красиво. Видите, все к центру. Ну, значит, сейчас нарежем кабачки, зачистим их. Это нам не надо, оно твердое. Нарежем их на кружочки, на полукольца нарежем. Или полукружочки нарежем. И тоже будем выкладывать ближе к центру, снизу к центру. Один нарезали мы кружочками, другой нарезали дольками. Ребята, как вам удобно. И остались у нас еще помидорки и сухофрукты с орехами. Будем ориентироваться, сколько в чего войдет, потому что тажин маленький. Нарежем черри пополам, так они лучше отдадут свой сок. Добавок тому, что у нас будет, сок от морковки, лука, от овощей, плюс даст еще сок наши помидорки. Я хочу вам напомнить, что такое тажин. Тажин – это глиняная посуда с конуснообразной крышкой, где конуснообразная крышка собирает пар и в виде жидкости стекает обратно по конусу в нашу чашу, где у нас готовится шикарнейшее блюдо. Теперь осталось нам нарезать перчик кружочками и обязательно посыпать блюдо солью и шикарными нашими специями. А какие специи? Все будет в описании ролика. Прежде чем мы будем укладывать орехи и сухофрукты. Посмотрите, какое шикарное блюдо. Ну вот, ребята, посмотрите, какое блюдо шикарное у нас с вами получилось. До того, как мы выложили наши сладости в тажин, мы раньше посыпали солью, специями и уложили сладости с орехами. Ну, закроем наш тажин и пойдем ставить его в холодную духовку. Этот тажин нельзя ставить в горячую духовку. Он должен нагреваться вместе с духовкой на температуру 180 градусов в течение 2–2,5 часов. Вот так. Наш тажин находится в духовке. Смотрите, какая красота. Сам по себе он красивый. Ну и отправим его в духовку. Вот так. Закроем. Включим 170–80 градусов. Тен верхний дадим раньше нижней половину, а потом верхний дадим. Нижний тен. Для того, чтобы не высыхала глина, я всегда в духовку ставлю воду, чтобы она испарялась и создавала влажный горячий жар. Для того, чтобы не высыхала глина, поставили, не испарялась вода. И будем ждать. Через 2 часа мы приоткроем тажин, крышку и посмотрим, что у нас получилось. Вот тажин. Час стоит в духовке. Снизу вы можете увидеть кастрюля с водой, которая создает влажный жар. Влажный жар, он не высушивает тажин. Ну и через час откроем, посмотрим его.
Вот прошло 2,5 часа. Тажин готов. Видите, испаренной жидкости. Вот это был внутри эффект печи. Это был влажный жар. После того, как мы выключили духовку, тажин простоял еще полчаса, чтобы все соки стабилизировались. Отдохнул. И мы сейчас можем уже посмотреть, что у нас получилось. Но запах стоит обалденный, конечно. Ух, обалденно. Посмотрите, какие у нас овощи. Посмотрите. Такой запах, обалденный запах чернослива, кураги, запах грецких орех, томленого мяса и специй. Я просто вам не могу передать этот букет. Ребята, смотрите, как это красиво выглядит. Посмотрите, какое-то шикарное блюдо. А? Обалдеть можно. Так пахнет. Такой букет запахов, такой букет вкуса. Я просто вам не могу передать, это очень вкусно. Воспользуйтесь моим рецептом и сделайте такое блюдо. Поверьте мне, вы не пожалеете совсем. Даже поставить такое шикарное, красивое блюдо гостям на стол очень красиво. Ребят, я от себя такого не ожидал. Игра красок, игра вкусов, игра запаха. Я такое блюдо видел только по телевизору. Это мясо, тушеное в овощах, плюс сухофрукты в восточном стиле. Я просто нет слов. На этой ноте я хочу с вами попрощаться. Мне приятного аппетита. А вам всего доброго, здоровья, мира и всего самого наилучшего. Всем до свидания.